И снова здрасте! Новинка на канале, ребят. Ну, в смысле, дамы и господа. No Plan B называется данная игра. Там вот буква Б, она там все на фоне как-то тут сделали так разработчики, что не видно как бы чуть-чуть менее чем ничего. Надпись там как бы заставка. Ну вот. А у нас как бы уже сразу же нужно выбирать фракцию. Но прежде чем выбирать фракцию, давайте в двух словах. То есть, что это за игра? Это аналог игры Door Kickers. Смысл в чем? Это как бы стратегия, тактика, где вы командуете группой, задавая им какие-то задания. А группа, соответственно, их выполняет. А если, допустим, в Ready or Not вы сами, как боец, вместе с группой идете и так далее, здесь ваша задача все спланировать, а дальше группа все сделает сама. Ваша задача — руководить. Есть, конечно, отличия от Door Kickers, я обязательно буду сравнивать эти игры. Но пока давайте уже немножко углубляться, а то смотреть на одну картинку вам явно будет неинтересно. Итак, у нас есть 4 фракции. Спецназ, ФБР, грабители и бандиты. У каждой фракции есть свои какие-то плюсы и какие-то свои минусы. Так, Супер Watchful and Tactical. SWAT. Супер Watchful, да, вообще-то нет. Special Weapons and Tactics расшифровывается. SWAT, ну ладно, пусть будет. Окей, высококвалифицированное подразделение правоохранительных органов, которое просмотрело слишком много боевиков 90-х годов. Ну, окей. Итак, мы имеем плюс 25% к максимальному здоровью, то есть мы можем держать какой-то удар. Плюс 50% точности, это очень даже здорово. Минус 20% задержки реакции противников. Это как бы... Как бы это объяснить-то похитрее? То есть у вас есть противник, да, и он на вас реагирует. Вот. Можно прокачивать в скиллах, в перках самих персонажей задержку этой реакции. То есть он будет тормозить. Он будет медленнее, чем вы. Здесь у нас как раз-таки наоборот. У них минус 20% задержки реакции. То есть реагируют они быстро, сволочи. Имея минус 10% скорости передвижения, минус 10% скорости поворота. Это надо, конечно, прокачивать. Но, в принципе, быстрая скорость передвижения тут не всегда и нужна. Дальше ФБР. Пожар, нарушение, потом расследование, организация по борьбе с терроризмом, контрразведкой и в более общем плане по борьбе с плохими парнями. Плюс 10% к максимальному здоровью, плюс 20% к точности атаки, плюс 20% длительность прицеливания. Длительность прицеливания — это значит ваша уже реакция на противника, реакция вашего оперативника. То есть он его увидел, ему нужно прицелиться, и потом только он выстрелит. Так вот, он будет целиться на 20% дольше. То есть этот плюс — это плохо. Плюс 20% к полю зрения стоя на месте. И плюс 20% к полю зрения при движении. Это очень даже забавненько. То есть у них все как бы неплохо. Но целятся они долго. И здоровье у них плюс 10 это мало. У нас плюс 15. Нет, у нас плюс 25 даже. Ух ты как, круто. У них плюс 10, у нас плюс 25. Грабители, банки, бары, бабушки. Ничто не может помешать им забрать то, что им не принадлежит. Ну, короче, сволочи. За них я точно играть не хочу. Минус 10% задержки реакции противников. То есть у нас минус 20. У нас хуже, у них лучше. Плюс 20% к полю зрения. Так, минус 10% точности атаки. Они косые. Ну ладно. Так им и надо. Плюс 20% к полю зрения стоя на месте. Плюс 20% к полю зрения при движении. Бандиты, они выбрали гангстерскую жизнь, став крупнейшим картелем муки и туалетной бумаги на западном побережье после последней пандемии. Минус 20% длительность прицеливания. Так. Здесь плюс 20, да? Здесь минус 20. То есть они очень быстро прицеливаются. Минус 20% отдыха между серийной стрельбой. Серийная стрельба, ну, это выстрел за выстрелом и так далее, да, то есть здесь как есть, здесь нет такого, что ты там стреляешь, зажал и пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Тут либо одиночным, либо очередью. То есть очередь, промежуток, очередь, промежуток, очередь.
Соответственно, у него на 20% этот промежуток будет меньше. То есть он стреляет чаще. Быстрее прицеливается, у него быстрее первый выстрел, грубо говоря, и быстрее, чаще он стреляет. Ну и минус 20 он косой. Плюс 10 к скорости передвижения, плюс 10 к скорости поворота. Они быстрые, говнюки быстрые, сволочи. Но я не хочу играть за сволочей. Я конечно, играю за спецназ, блин, ну вы понимаете. Как же без него? ФБР, я не знаю, пока не играл. Я вообще в игру только начал играть, так что как-то вот так. В общем, есть 4 фракции, каждая из которых, соответственно, что-то из себя представляет. Мы выбираем, естественно, спецназ. Так. Так. Далее. Мы можем выбрать варианты миссий. Есть тренировка, есть миссии, есть кампания. Так, тренировка, тут понятно. Самые базовые основы будете проходить. Как идти, как прицеливаться, как кидать гранаты, двери плюс гранаты, синхронизации всякие такие эдакие. Все это я уже прошел. Я думаю, что мы это проходить, наверное, не будем, нет? Учебники, тренировка. Вот этого я не проходил. Ну ладно, мне не надо. Не хочу. Итак, миссии. Миссии перестрелка. Это я уже все прошел. Дальше есть испытания. В чем прикол испытаний? Каждый день вам дается испытание, за которое вам заплатят 500 денежков. Денежки вы можете только в испытаниях грести, насколько я сейчас понял. Да, то есть в других миссиях я не видел денежных вознаграждений. Постоянный заработок идет именно в испытаниях. И вот испытание ежедневное. Сейчас мы его, наверное, побежим играть. Испытание еженедельное. За него дают больше денег. Очки оружия 1000. Они здесь называются очки оружия 1000. И ежемесячный. Тут 2000. Вот, соответственно, это каждый день. Это раз в неделю. И это раз в месяц. Далее у вас есть генератор миссий, в которых вы не получаете за них ничего. Вообще. Миссии сообщества, видимо, их еще нет. А пользовательские миссии вы можете зайти и посмотреть, чего там делают ребята в мастерской Steam. То есть, кто делает миссии для Paint the Town Red, пожалуйста, можете сделать миссии и для этой игры также. Далее, кампания. При прохождении кампании вы не получаете денег, за которые вы будете покупать оружие. Вы получаете очки опыта. Очки опыта для сотрудников, для прокачки им скиллов. У них есть скиллы, и эти скиллы вы прокачиваете вот за эти очки. Очки вы получаете только если пройдете всю главу. То есть вам за каждую миссию главы дается какие-то очки, награда, там, одно очко, допустим. За следующий там еще одно, там, еще два. Но получите вы их только тогда, когда закончите последнюю. Получите сразу всю пачку. Так это работает здесь. Также тут есть дополнительная всякая хрень в компании в самой. Когда полезем в компанию, я вам про нее расскажу. Так, миссии. Испытания, и мы идем в испытания в ежедневные. Ежедневнее. Дневное испытание. Итак, на базе испытания будем рассматривать непосредственно игру. Итак, в чем вообще смысл, как происходит игра? Вам дается полигон. Да, именно полигон. То есть здание, в которое вы пойдете, оно будет выглядеть по-другому. У вас же сейчас выдается полигон, в котором все расставлено примерно так, как оно расставлено там, чтобы вы могли подготовить своих бойцов. На этом полигоне вы составляете план действий. Что они будут делать, как они будут входить, как они будут работать, чем они будут вооружены и так далее, и так далее, и так далее. После чего, когда ваш план готов, вы жмете кнопку «План готов», и, соответственно, план выполняется сам. Вы не можете в него вмешиваться. Это одно из отличий от Door Kickers. Если в Door Kickers ты играешь в реал-тайме, да, пусть даже там в режиме тактической паузы, то есть остановил время, задал маршруты, они отработали, зашли, встали где-то. Да, опять остановил время, опять пошел. Здесь такого нет. Здесь полностью весь план вы составляете от и до, и потом он полностью проигрывается, отрабатывается. Так. Далее. Оперативники ваши.
Здесь у меня 4 человечка выдано. Но полностью там выдается больше. Там на компанию у меня там что-то в районе 10, что ли, выдается. Но здесь их и не надо больше. На одну миссию это не критично. И мы их начинаем расставлять. Берем нашего кролика, раббита, убираем его и задаем ему базовую позицию. Вас сразу кидает в оружейку, где вы можете выбрать ему, соответственно, какое-то оружие, с которым он будет работать. И дальше мы переходим к обзору оружия. Оружие здесь делится на классы, по большей части. Да, то есть есть исключения в самом классе внутри, но по сути изначально оно делится на классы. То есть классы у нас какие? Пистолеты. Вот они тоже револьверы, они тоже к пистолетам. Пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки. Вот и все. То есть в чем как бы смысл каждого класса? Пистолеты самые быстрые в контексте первого выстрела. Да, и, соответственно, выстрел за выстрелом они также делают очень даже быстро. То есть aiming duration написано 0,1 секунда, 0,1 секунды. То есть очень быстрый первый выстрел у вас будет. Вы очень быстро начинаете стрелять. Power — это урон, 50 хп за выстрел снимается. У моих сотрудников по-моему, 150 хп вроде как. Так, в принципе, вот если выбрать оружие, появляется блок 17. Здесь названия оружия, они изменены, потому что, ну, реклама, все дела. Вот если его выбрать, можно сразу посмотреть. Захват цели, как быстро будет ваше прицеливание. Самое быстрое будет у пистолета. Самое медленное будет у снайперской винтовки, соответственно. Ну, давайте вернемся. То есть пистолеты самые быстрые, самое быстрое оружие в игре. Далее, пистолеты-пулеметы. Уже как бы не такое быстрое, но стреляет очередями на большую дистанцию. Да, если здесь у нас дистанция 7 метров, плюс 50% дается к попаданию, к вероятности попаданию. И каждые 0,3 секунды он производит выстрел. Да, этот пистолет. Блок 17. Вот если мы берем этот, то у нас уже 8 метров дистанции. Но прицеливание 0,5. Аж полсекунды он целится. То есть в 5 раз дольше. Да, циферки маленькие, но все равно. Урон у него 25% на выстрел. Но он делает очередь. Да, то есть 7 на 1, то есть 7, очередь 7 патронов он дает каждую 1,42 секунды. Минус 15% скорости движения он дает и минус 15% к скорости поворота. Да, то есть уже оружие менее удобное. Смотрите. Скорость движения не меняется, скорость поворота не меняется. Штурмовые винтовки. Точный, но требует дальнего прицеливания. Высокая скорострельность, эффективно средних... Ладно. Не будем придираться к переводу. Не будем. Игра новая и как бы еще как бы создается. Точный, но требует дальнего прицеливания, идеально подходит для дальних боев. То есть бессмысленное оружие, как по мне, в данный момент. Может быть, в группе поддержки его можно использовать, но я бы не стал. Я бы предпочел все-таки взять пистолет и пулемет. Так, 0,7 секунды он прицеливается. Очередь в 2 выстрела каждую секунду и 5 сотых. Минус 30% скорость движения, минус 30% скорости поворота. Да, 75 хп на выстрел. Такое себе. Ну и здесь все понятно. Это снайперская винтовка. Снайперы здесь вообще отдельная каста. Вообще отдельная каста. У них свои позиции. Вот. Вот позиция снайпера. Если вы хотите поставить снайпера, он не будет в здании. То есть есть у вас как бы группы. Как они работают? Есть штурмовая группа, которая будет входить. Вот ее точки входа. Да, вы ставите штурмовых. Они будут заходить, зачищать непосредственно помещение. Есть группы поддержки. Они ставятся снаружи здесь и могут работать через окна, если таковые имеются. И есть снайперы. Вот снайперские позиции. Одна здесь и одна у нас вот там далеко. Вот здесь он сидит и смотрит в окно. То есть если что-то он там увидит, он сразу же это что-то ликвидирует. То есть пока как бы у меня один снайпер в группе качается, но особого толку я пока от него не заметил. Сейчас я сильно упираюсь именно в штурмовую группу. Да не миссию.
Да ё-моё. Так, окей. Продолжим. Итак, по оружию разобрались, да, то есть пистолеты самые быстрые. Давайте вооружим, потому что вот, как я и говорил, среди оружия есть свои различия также. То есть у нас есть блок 17, 50 хп на выстрел, прицеливание 0,1 секунда. Но у нас есть револьвер 44 калибра. Он прицеливается 0,12 секунды, то есть, ну, незначительно. Он там вообще незаметно скорость. Но при этом он на те же 7 метров дает 125 хп урона. Это прям вы же знаете. Кто смотрит мои видео по Ready or Not, знают, как я обожаю 357, который я в своем обзоре на пистолеты обосрал. И даже не извинился. Но, в принципе, как бы, да. Как бы. Есть такой отряд спецназа во Франции. Отряд вмешательства французской жандармерии. И работают они под аббревиатурой ГИГН. А вот они, по-моему, единственное подразделение в мире, которое использует револьверы. Вот я как бы иду сейчас по их стопам, потому что у меня все штурмовые группы вооружены именно револьвером и светошумовой гранатой. Больше им, по сути, ничего не надо, потому что огромнейший урон и очень высокая скорость первого выстрела дают много очень возможностей этой самой штурмовой группе. А вот наш магазин. Магазин оружия. То есть здесь вы можете закупаться чем хотите, так как ваши сотрудники, если они гибнут, они оружие теряют. Да? Поэтому допускать гибель сотрудников, как бы, ну, я лично считаю, что вообще неприемлемо. Нельзя допускать гибель сотрудников. Вот. И вот они, эти пистолеты. У нас тут есть некая Рикс-92, это аналог Беретты, скорее всего. Все у него прям интересно, но у него как бы пока он не годится. Нужно прокачать персонажей. Сейчас я пробовал с ним играть. Он вообще не зашел. А вот револьверы штурмовикам моим заходят отлично. Вот и пистолеты-пулеметы, да, то есть мы смотрим, у нас 0,5, 0,5, 0,6. Но 50 хп на выстрел. Здесь 25 хп на выстрел. Здесь 35 хп на выстрел, да, то есть между собой они тоже различаются. И пистолеты-пулеметы, и штурмовые винтовки тоже они разные. Вот тут ФАМАС у нас есть. Как он тут называется? МИФ-1? Ну, окей. ГГ-36. Окей. Вот, то есть они тоже отличаются по каким-то показателям, да, но как бы базовая, я думаю, все поняли, да. Тут есть еще и дробовики, до них я вообще не дошел, да и пока они мне не особо интересно. 200 хп на выстрел, это, конечно, круто, но промазать он тоже может 0,25. Я предпочитаю пока револьверы на штурмовых. Закупаетесь вы на вот эти вот очки оружия, которые мы сейчас будем добывать вот в этой самой миссии. Так, выставляем нашего сотрудника. Смотрим нашего второго. Острый 1. Designated Marksman. Вот этот человек у меня качается на снайпера. Кстати, да, у них 150 хп. Что ты у нас из себя представляешь? Ты? Так, острый 1. Итак, с оружием разобрались. Переходим к скиллам. У него прокачан острый 1. И, соответственно, вот их скиллы. Посмотрите, сколько их. Просто гляньте на это. Это просто невообразимое. Итак, здесь можно качать что угодно. Скорость передвижения, скорость поворота, прямая видимость, плюс 30 к полю зрения на месте, плюс 20 в движении к зрению, плюс 1 союзников, которые могут быть вылечены после каждой миссии кампании, в которой они участвовали, приоритет на себя. Ну, это уже надо играть в кампанию, там нужно их лечить и так далее. То есть дойдем до кампании, объясню. Все, спокойно, тихо, сидим, спокойно, дышим. Тревожный. Минус 25% влияния усталости. Это тоже для кампании. Минус 20% получаемого урона за укрытиями. Плюс 25% точно. То есть море. Просто море. И нужно прокачивать каждого бойца именно в какую-то специальность. Это дает вам возможность прокачать бойцов в специальность. Сейчас я прокачиваю себе штурмовых. Гренадер, быстрые руки, защитник, хендган, специалист. Плюс 50% к радиусу действия оружия. Это вот как раз хендган, это пистолеты. Вот пистолеты я и качаю своим штурмовикам. Поэтому будем брать ему хендган.
нас еще 2 очка есть. Куда мы их затолкаем ему? Что можно ему еще вкачать? Здесь надо... У нас просадка по уровню... по скорости поворота и скорости движения. Соответственно, нужно скорость поворота ему качать. Я полагаю. Да. Количество навыков у вас 1, 2, 3, 4, которые можно выбрать. Так что думайте всегда, что вы берете своим сотрудникам. Куда вы их качаете, в какое направление. Усё. Бойцы у нас на исходных. Мы разобрались с оружием, мы разобрались с навыками. Так, минуту. Так. Теперь давайте приступим непосредственно к процессу игры. Так, как я уже и сказал, мы здесь готовим весь план. Полностью план зачистки этого здания. После чего группа будет работать сама. Это особенность игры. Так, осматриваем здание. Сколько у нас дверей? Сколько у нас входов, сколько у нас выходов, сколько у нас проходов, где у нас двери закрыты, где у нас двери открыты. Потому что все нужно сейчас предусмотреть. Естественно, когда ваши сотрудники прокачаны, они будут сильнее, они будут прямо разносить и разматывать. Начнем, я думаю, по классике. Как я это делаю всегда. Начнем мы со светошумовой гранаты. Внизу у нас шкала времени. Да, обратите внимание. Вот здесь отмечен момент, когда он открыл дверь. Здесь отмечен момент, когда он бросил светошумовую. Проматываем немножко время вперед. Происходит взрыв светошумовой. И по взрыву мы начинаем прокладывать им маршруты входа. Ходить они у меня будут накрест. Он будет проходить вот так. По вот этому помещению. С контролем вот этого вот всего. Вот до сих. Он законтролит все. Что мы делаем теперь для синхронизации их действий? Мы отматываем время назад на тот момент, когда он начал движение. Вот он сделал первый шаг. И отсюда мы начинаем маршрут второму проводить. Выбиваем дверь и двигаемся вперед. Заметьте, они двигаются синхронно. Так, заходим с контролем. Ну, в принципе, все. Здесь здание несложное. Оно довольно-таки простое и, в принципе, своем. Так оно может и быть. Задача у нас здесь зачистить. Да, устранение. То есть нужно уничтожить все цели. Бывают задачи разных типов. И смотрите. Настоящее здание, оно выглядит по-другому. Да? То есть это был полигон. А здесь у нас здание выглядит, как оно и должно выглядеть. Ну что же. Давайте смотреть, что мы наваяли в нашем плане. Понеслось. Бам! Ход. Бам! Минус. Пошли, пошли, пошли. Бах! Минус. Чисто. Вот. Смотрите, ну какая красота. Чисто. Задача выполнена. А? Красота. Мы можем пересмотреть его. Повтор. Еще раз. Можно даже с каких-то разных ракурсов попробовать залезть. Прям вот сюда залезть. Как это будет выглядеть? Мне аж интересно прям. Как бы... Камера даст мне возможность посмотреть на эту красоту? Граната. Бах! Минус. Сразу в голову попал. Красавчик. Вот. Минус. 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 Этот входит здесь. Контроль. Чисто. Ну красота! Ну красота! Вот так это все работает. Смотрим с этой стороны.
Смотреть на это можно бесконечно. Еще раз. Бах! Видите, как работают револьверы? Очень быстрые выстрелы, и каждый выстрел смертелен. Бах! Выбил дверь. Минус. Они даже открыть огонь не успевают. Почему я вооружаю штурмовую группу именно револьверами? Новый лучший результат. Новый ранг. Что у нас в рангах? Счет. Ранг. У меня 3-е место. Среди других каких-то ребят. Прикольно. Мне нравится, я доволен. Так, мы получили 500 очков оружия. Мы можем чем-то закупиться. Итак. Миссии. Миссии перестрелка. Что нам за них дают? Ничего, да? Оружие 100. А мне дадут 100 очков оружия, если я буду проходить? Ну-ка. Попробуем пройти. Может, дадут чего. То есть здесь, опять же, выбирать нужно все и заранее, потому что группа будет работать сама. А, у меня здесь уже пройдено все. Почему пройдено все? Господи, что я тут нарисовал? Как это вообще все работало? Давайте посмотрим, как это все работало. Ну-ка. Гоу-гоу-гоу. А почему они со штурмовыми винтовками? Это, видимо, тестировал что-то. Здесь у них даже заданы точки, куда смотреть. Хотя эти точки, это здесь очень плохо сделано, на самом деле. Чисто. Чисто. Окей, как это будет выглядеть в здании? Посмотрим. Не, я здесь тоже двойкой бы работал. Но посмотрите, как долго они целятся из этих своих винтовок. Ужас просто. Я хочу именно пистолетчиков прокачать себе в штурмовую, чтобы они только с пистолетами работали. Одну вышибли, вторую вышибли. Бам! Красиво, синхронно зашли. Мне нравится. Новый ранг. Прикольно. Ничего мне за эти миссии не дадут. Так, испытания мы прошли. Давайте зайдем в генератор миссий. И посмотрим, что у нас тут есть. Дать мне за них ничего не дадут. Но мы можем что-нибудь такое сыграть. Для наглядности. Ну, в общем, общее такое представление об игре, я думаю, я вам дал. Итак, вот наша вся группа. Вот она вся во всем своем составе. Можно набирать кого хотите, сколько хотите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Восемь рыл. По сути вопроса, как бы здесь хватает двойки. Помещение маленькое. Итак, что по оружию, да, там, возвращаясь к оружию. Возвращаясь к нему. Вот группа поддержки, да, которая будет подходить к окнам. Вот здесь, я думаю, пистолеты-пулеметы, может быть, будут иметь место быть. Даже не штурмовые винтовки, а именно пистолеты-пулеметы, вот эти П-90. Большим уроном они вполне себе имеют место быть или не быть. Раббит. Револьвер. Светошумовая. Здесь шорты хорошо делать. Короткие видосы с прохождением миссий этих. О, у меня здесь прям острый ханган-специалист, гибкий. А здесь у нас что, кто? Ты кто? Эй. Баттер. Марксман. Все ясно. Ханган-специалист. Пистолетчик. Тоже пистолетчик. Внимательный. Эти пока не качаны еще. Недавно я начал играть в эту игру, но она мне уже нравится. Берем вот этого, он у нас мощный парень. Вот тебе твой револьвер, светошумовая. Так, что мы имеем? Основная наша проблема — это вот помещение. Я даже думаю, может быть, группа поддержки. А у нас нет второго входа здесь? Есть. То есть можно взять кого-нибудь еще. У тебя есть что-нибудь? Скиллы? Нет, ты у нас глупый. Марксман, иди гуляй.
Держи. Вот у нас будет третий человек. Для чего? Для того, чтобы им не пришлось входить сюда и потом вот сюда заходить. То есть параллельно с ними он зайдет сюда и в одно рыло зачистит. Но чтобы быть совсем уж во всем уверенным, давайте-ка мы приколу ради. А почему бы и нет? А? Почему бы и нет? Вот так вот, прямо по полной, прям по полной, а? Проведем спецоперацию. А что, нет? Можно же? Если можно, то почему нельзя? Если можно. Так. Так, ты. Светошумовую. Вот туда вот. Такс. Проматываем немножечко вперед. Нет, стоп. Параллельно с этим ты. Так, господи. Дверь. Надо клацаться на дверь, чтобы он кинул ее внутрь. Так, ослепляешь вот это помещение. Проматываем чуть вперед. Так, справа у нас нет двери? Нет двери. Хорошо. Так, вход будет довольно-таки неудобный, но мы справимся, я думаю. Бум. Эй. Эй. Бам. Стоп. Так не удалить, да? Брать. По линии их они не двигаются, да? Не двигаются. Хорошо. План персонажа сбрасываем. Так, она открывает дверь. Нет. Вот ты начинаешь открывать дверь. И в тот же момент ты. Вот так, да. Да. Синхронно, чтобы было. Они заходят, две светошумовые. Бам! Взрыв. И на гаснущем взрыве пошел вход. Вот. И... Так, как-то это вот так надо, вот не сверху на это все смотреть, чтобы я понимал смысл происходящего. Так. Нет. Так. Ты входишь. Взрывом. Не, подожди. Так, взрыв произошел. Бам. И... Все прям посекундно. Пошел вход. Вот здесь ты входишь с контролем. Возврат времени. На первый шаг ты входишь вместе. И с ней пофигу. Заходишь сюда. Вернули. Так. Начинаю движение. И третий. Ты ходишь с ними. Да. Ну, чуть еще вперед. Так, полностью, чтобы обзором все закрыл. Как-то так. Такой вот план. Пробуем реализоваться. Светошумовые. Взрыв, вход, пошли! Контроль, чисто, вход. Дальний угол. Пошел дальний. Есть, нейтрализован. Хорошо. Хорошо, отработали, ребята, я вам так скажу. Давайте пересмотрим. Давайте пересмотрим еще раз. Теперь пересмотрим, что у нас было. Так, во-первых, посмотрим, как у нас этот справился. Снайпер-то у нас ничего не сделал, да? Он просто там был для красоты. Бам! Бам! Посмотрите, какая скорость. Почему револьверы? Здесь у нас были цели вообще? Вход. Нейтрализован. Вход. Правый, левый. Контроль дальний, чисто. Дальний второй. Минус. Чисто.
Контроль чисто. Отлично. Прям отлично. Даем новую миссию. О, господи. Серьезно? Колонны. Колонны это хреново. Сбоку у нас контроля никакого, да? Да, с боков у нас нет контроля. Но у нас есть вход. У нас есть перекрестный вход. У нас есть перекрестный вход. То есть, по сути, у нас все очень даже просто, как веник. Так, Рэббит занял позицию. Занял позицию. И по одному мы кинем еще на эти позиции. Кто у нас еще по пистолетке идет? Кто пистолетку учит? А ты у нас безнадежный снайпер. А ты у нас тоже пистолетка. Револьвер. У меня их, по-моему, 4 штуки. Да? Я уже закупился ими, ребят. Я прям серьезки ударился во французский спецназ. Они револьверы сплошные. Нет, вот с этой стороны будешь стоять. Брать светошумовую. Хорош. Все, заняли позиции. Далее. По задумке, как все будет выглядеть. Светошумовая. Матываем. Есть одна светошумовая. Есть вторая светошумовая. Можно ближе к центру. Стараемся. Не понял. Подожди, ну-ка. Так, ты начал движение. Ты. Светошумовую. Сюда. Блин. Нет, не годится. Нет, нет синхронизации. Чуть-чуть не хватает. Вот с этого момента. Давай, пробуем. Хорошо. Бам-бам. Нет, все равно как-то не очень. А их сдвинуть нельзя? Нет, двери они открывают одновременно, но как-то несинхронно это все у них получается. Так, ты... Еще одну светошумовую даешь вот сюда. Дальше ты можешь ее дать? Не можешь? Ладно. Хрен с тобой. Дальше взрыв, взрыв, взрыв. По последнему взрыву идет вход. Что у нас будет с контролем? Входите крестом. Вот эти двое входят крестом. Пошел сюда. Твой контроль здесь. Вернись. Ты ходишь на крест. Контролем сюда. Твой контроль. Зона контроля. Так, начали движение. Ты входишь с этой стороны. Контролем сюда. Хорошо. И ты входишь, соответственно, сюда. Вот таким макаром будет выглядеть это все дело. Ну-ка. Проверяем. Открылись двери. Залетели светошумовые. Группа вход. И у нас полный контроль помещения. Отстает один. Этот отстает немножко. Насколько он отстает критично? В принципе, не особо. Конечно.
У нас есть раз, два, три угла. Контроль-центр, контроль-центр, контроль-центр. Но вот этот отстает почему-то от остальных. Он какой-то тормоз, что ли? Или просто глупый? Ты задержан или просто глупый? Окей. Давайте смотреть, что это у нас такое. Забегаловка, что ли, какая-то? Ой, отвали. Уберись. Надпись. Уйди. Слышь, там граната. Да, блин. Что с этой стан-гранатой? Что с тобой? Стан-граната, уйди. Окей, работаем. Бах-бах-бах. Ход, выстрел, выстрел. О, хорошо. 10 секунд. Даже меньше, по-моему. Полученный урон 18. В кого-то стрельнули. Ну-ка, перепланировать. Запустить по новой. У нас тут как бы нормально. Там гранаты нет? Слава тебе, Господи. Так, давайте смотреть. Еще раз. Что у нас получается? Кто умудрился схлопотать? Поехали. Открыли. Закинули. А, вот кто. Вброс неправильный. Нейтрализован, нейтрализован. Чисто. По вбросу. Проблема по вбросу. Проблема по вбросу. Он открыл дверь. И в него начали стрелять. Вот где кроется фигня. То есть он открывает дверь, и здесь он стоит, да? То есть, если бы открывал это, с таким же успехом он мог бы стоять здесь и точно так же начать стрелять. То есть, как-то... Даже не знаю. Возможно, нужно делать в 2 шага. Открыл дверь. Первый шаг. Открыл дверь. Второй шаг. Уже бросить светошумовую. Как-то так через контроль. Вот этот момент, он, видите, какой? То есть он открывает, в него начинают стрелять. Это неправильно. Так не должно быть. Хотя, по сути, здесь можно было вообще без светошумовых просто выбить обе двери и сразу взять это все на контроль. И этот вместе с ними выбивает дверь. У нас есть контроль вот этих 2 линий всех ядрени фени. Ну и этот заходит и стреляет этому в спину. Этот, кстати, его не срисовал. Довольно быстро. Ну или, кстати, как бы, возможно, здесь щит бы пригодился. Да, щит пригодится мог бы тоже. Здесь же есть щиты в магазине. У меня вроде как денег должно хватать. Так, мы уже 40 минут тут сидим, ё-моё. Ладно. Давайте тогда здесь тормознемся. В следующий раз я уже докуплюсь щитом, потому что, ну, как вариант. Здесь открываешь эту дверь, ну да. И чтобы бросить светошумовую, это надо либо тщательно подготавливать, либо через щит работать. По идее, ему в щит настреляет, ему будет пофигу. Или нет? Будем выяснять. Очень интересно. Игра, кстати, мне очень нравится. Прям, эх. В моем стиле сделано, прям под меня заточено. Что вы думаете об игре? Пишите в комментариях. Как бы добро пожаловаться. Вперед. Можете написать, какой я криворукий. Ну или кривоногий. Хотя вы меня не видели. Так что все равно, что у меня кривое, можете... Нет, стоп. Ладно, проехали. Все, хватит. Все, прекратили пошлости. Стоп. Все. Да. Короче, игра классная. Будем продолжать в нее играть. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале. Проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.